Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу подборку из 5 разных ужинов на каждый день. Каждое блюдо вкусное по-своему и готовятся они несложно. Первым приготовим быстрый ужин за 20 минут с замороженными овощами. Этот рецепт меня всегда выручает, когда нужно приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 2 сардельки чистим от пленки. Подготовленные сардельки нарезаем кружочками. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанные сардельки. Обжариваем их примерно 2-3 минуты с двух сторон до румяной корочки. В сковороду к обжаренным сарделькам насыпаем 400 г смеси замороженных овощей. Я использую мексиканскую смесь. Все перемешиваем. Овощи могут быть как замороженными, так и уже размороженными при комнатной температуре или в холодильнике. Сюда же добавляем 150 г хорошо промытого риса, это 1 200-граммовый стакан. Все солим примерно 1 чайной ложкой соли, по желанию добавляем 1 чайную ложку итальянских трав. И добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Все заливаем кипятком. Рассчитывайте так, чтобы воды было больше в 2 раза, чем риса. В нашем случае это 300 мл. Все перемешиваем и накрываем крышкой. После закипания огонь убавляем до минимального и тушим примерно 20 минут до испарения всей жидкости. Если нужно, то в процессе приготовления еще раз перемешиваем все лопаткой. Ужин с замороженными овощами получился очень вкусным и сытным. Готовится он несложно и не занимает много времени на приготовление. Также такое блюдо можно приготовить без сарделек или заменить их отварным мясом. Вторым приготовим картофель в духовке под очень вкусной сырно-мясной шубой. Это блюдо отлично подходит для сытного семейного ужина. Полтора килограмма картофеля нарезаем небольшими брусочками. В форму для выпечки перекладываем нарезанный картофель. Картошку солим и перчим по вкусу. Сюда же выдавливаем через пресс 2 зубчика чеснока. Насыпаем 1 чайную ложку мускатного ореха и наливаем примерно 1 столовую ложку подсолнечного масла. Все перемешиваем. Форму накрываем крышкой или фольгой. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 40 минут. Пока готовится картошка, приготовим сырно-мясную шубу. 200 грамм балыка нарезаем кубиками. Балык можно заменить любой другой колбасой. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 перец режем брусочками. 150 грамм сыра трем на крупной терке. В миску насыпаем нарезанный балык, тертый сыр, красный сладкий перец и лук. Сюда наливаем 200 мл сметаны. Немного солим и перчим. Все перемешиваем. Прошло 40 минут, картофель почти готов. Сверху горячего картофеля выкладываем подготовленную сырно-мясную шубу. Форму для запекания опять накрываем и ставим выпекаться в духовку еще на 15-20 минут. В последние 5 минут можно снять крышку, чтобы сверху образовалась аппетитная корочка. Картофель под сырно-мясной шубой получился очень вкусный и ароматный. Приготовить его несложно, и он отлично подойдет для ужина всей семьей. Третьим блюдом приготовим рыбу с рисом. Этот рецепт очень простой и быстрый. Рыбка получается сочной, а рис ароматным. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим овощи. 1 большую или 2 маленькие луковицы нарезаем кубиками. 1 большую морковь трем на мелкой терке. На сковороду кладем нарезанный лук и пассируем до золотистости. Затем сюда же добавляем тертую морковь и пассируем еще 2-3 минуты. Берем 300 грамм уже хорошо промытого риса и добавляем к нему половину пассерованных овощей. Все перемешиваем.
Подготовленный рис кладем в форму для запекания и распределяем его по дну. У меня большая овальная форма 38 на 25 см. Если нет такой большой формы для запекания, то рыбу с рисом можно запечь и на противне от духовки. Теперь подготовим рыбу. 2 тушки хека общим весом 1 кг отделяем от костей и нарезаем порционными кусками. Также можно использовать уже готовое филе рыбы. Хек солим по вкусу и перчим. Подготовленные кусочки рыбы выкладываем сверху на рис. Еще больше разных блюд из рыбы смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. А на хек кладем оставшуюся пассировку из овощей. В 500 мл горячей воды насыпаем примерно пол столовой ложки соли. Сюда же наливаем 100 мл сливок жирностью 10-15% и все перемешиваем. Жидкость аккуратно выливаем на рыбу с рисом. В общей сложности жидкости должно быть в 2 раза больше, чем риса. Также можно залить рис просто горячей водой, без сливок. Форму накрываем фольгой или крышкой. Все ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем примерно 35-40 минут. Хек, запеченный с рисом в духовке, получился очень нежным, вкусным и ароматным. Такое блюдо отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и просто. Следующим блюдом приготовим куриную запеканку из категории «Вкусно и полезно». Запеканка готовится очень просто и получается вкусной и сочной. Она отлично подходит для приготовления на каждый день. Для запеканки нам понадобится 1 кг куриного филе или другого мяса курицы. Полкилограмма филе нарезаем небольшими кусочками. Остальные полкилограмма филе перекручиваем на мясорубке. Также на мясорубке перекручиваем 300 г творога. Творог можно брать любой жирности. 2 луковицы нарезаем кубиками. 2 морковки среднего размера трем на мелкой терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Все пассируем до мягкости морковки. В миску с перекрученным мясом и творогом добавляем овощную пассировку. Сюда же насыпаем 2 столовые ложки отрубей или панировочных сухарей. Все солим по вкусу и перчим. Разбиваем 1 яйцо и перемешиваем. В подготовленную массу добавляем нарезанные кусочки куриного филе и опять перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму перекладываем мясную смесь. Размер моей формы 26 на 16 см. Также у меня на канале есть и другие рецепты запеканок. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 40 минут. Прошло 40 минут. Запеканку сверху смазываем томатным соусом или томатной пастой. И опять ставим запекаться еще на 10 минут. Готовую запеканку достаем из духовки и даем ей остыть 5-10 минут. Запеканку разрезаем на порционные куски и подаем на стол в горячем виде. Куриная запеканка с творогом получилась очень вкусной и сочной. Творог придает запеканке нежность и сырный вкус. Такую запеканку легко готовить, и она отлично подходит на ужин для всей семьи. И пятым блюдом приготовим курицу по-мексикански. Блюдо отлично подходит для семейного ужина, а его приготовление не займет много времени. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сперва подготовим все ингредиенты. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 сладкий перец нарезаем небольшими полосками. Примерно 600 грамм куриного филе хорошо моем, обсушиваем и нарезаем кусочками. Филе выкладываем на раскаленную сковороду с растительным маслом.
Обжариваем на большом огне, периодически перемешивая до золотистого цвета. Обжаренные кусочки филе солим по вкусу. Добавляем примерно 1 чайную ложку приправы карри и перчим. Все перемешиваем и снимаем жареное мясо на тарелку. Сразу же на сковороду кладем нарезанный лук. Лук обжариваем на среднем огне до золотистого цвета. К луку добавляем сладкий перец и жарим еще примерно 2 минуты. К луку с перцем добавляем обжаренное куриное филе, 300 грамм отваренной или консервированной фасоли, 150 грамм консервированной кукурузы и полстакана бульона или воды. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне примерно 10 минут. В конце снимаем крышку, добавляем 70 грамм томатной пасты и опять перемешиваем. Тушим еще 2-3 минуты и снимаем с огня. Блюдо получается очень вкусным, сытным и в меру острым. Это отличный вариант для быстрого ужина. Также у меня есть вкуснейший и быстрый рецепт ужина с рисом. Переходите по ссылке на экране, очень рекомендую этот рецепт. Продукты для него самые доступные.